Наконец улучшили слабых потомков, сократили количество этапов очистки эрозии бездны до 10, увеличили лимит скорости бега всех потомков, добавили новые купальники, открыли бассейн, появились новые ивенты, все это и многое другое узнаете в ролике. Обзор обновления The First Descendant 1.2.22 от 3 июля. В честь первой годовщины игры реально добавили кучу всего. Осмиру микрофона, погнали! Очистка эрозии бездны. Раньше было 30 этапов, теперь их сократили до 10. Само собой, 10 этап будет эквивалентен старому 30-му. Обусловлено это тем, что очень скучно проходить все 30 этапов. Смысла почти никакого. Просто сидишь и нудно тратишь время. Плюсик в пользу обновы. Ядра для оружия теперь выпадают не только в очистке эрозии, но и в секторе Сигма с 400% данжами. Еще плюс. Однако стоит понимать, что лучшее место для фарма ядер остается за очисткой эрозии. Различные купальные костюмы для всех женских потомков, плюс, и однотипные для мужских, по мне минус. Поскольку девушки в The First Descendant тоже играют, многие любят именно мужских потомков, да и некоторые мужики тоже на них играют. Я понимаю, что разрабам выгоднее потратить время только на женские купальники, их берут в разы чаще, но объективно все-таки минус. Мало разнообразия у мужиков, но зато добавили в магазин новые аксессуары для спины в дополнение 4 классных скинов, а также эмоции, эффекты телепортации, темы интерфейса, баннеры и 2 новые краски. Плюс бассейн на втором спавне в Альбионе, различные анимации, шезлонги, бар. В общем, красота. Плюсик в копилку. Однако многие анимации работают очень криво, и когда кто-то использует анимацию, ее значок не исчезает. В общем, разрабы такие косяки обычно исправляют до 2 недель, а пока минус. Ждем фикс. Ролик по нему делать не буду, поскольку столь масштабных изменений в игре не появится. А вот пост в новостном канале по The First Descendant всегда пожалуйста, ссылка в описании. Новости выкладываются максимально оперативно, понятно и полностью на русском языке. Кстати, максимально подробные изменения в текущем обновлении вы тоже можете прочитать там же. Кстати, на карте тоже теперь пальмы с бассейном отображаются. Мелочь, а приятно. Плюсик. Итак, дальше. Новые ивенты в честь первой годовщины игры. Типа коллаборация со Spotify. Весь саундтрек закрутили на музыкальную платформу. Добавили вот такую красивую табличку рядом с бассейном. Можете сканировать QR-код и слушать музыку. Только для этого нужна подписка. И в целом Spotify же ушел из России, временно. В общем, ладно, зато появились новые краски в цвет Spotify, зеленая и черная. Плюс. Еще добавили ивент с миссиями, в которых дают жетоны первой годовщины, которые можно потратить у Анаис. Здесь у нас и купоны на потомков, и ящики с золотым оружием, и уникальные эмоции, граффити, фоторамки, стикеры, темы интерфейса, аксессуары и, конечно, различные полезные ресурсы. Золото, осколки койпера, катализаторы и прочее. Плюс. А еще ивент на сайте, в котором можно получить билеты розыгрыша. Среди призов эксклюзивный мерч по игре, акриловые наборы, артбуки и другое. Плюс. Однако непонятно, как это можно будет получить на территории России, но в любом случае заходите на сайт, привязывайте свой аккаунт, посмотрите свою статистику. Например, на каком потомке вы играли больше всего, с каким оружием бегали, каких боссов убили больше всего и так далее. Просмотрев всю статистику, вам дадут вот такую медаль в честь годовщины и множество купонов, которые можно потратить на крутки. С 18 круток мне выпало 265 жетонов первой годовщины, которые я успешно ни на что не потратил. Рекомендую вам сначала покупать эмоции, стикеры и разные аксессуары, потому что нафармить потомков вы всегда успеете, а вот на халяву получить классные эмоции очень редко. Дальше давайте расскажу еще про мобильное приложение Companion. Разрабы еще за несколько дней до обновы выпустили приложение на Android и iOS. В российском регионе оно недоступно. Рекомендую сразу научиться вам менять регион в Play Market и App Store. Так скачаете намного быстрее, вместо того, чтобы на андроидах искать какие-то установщики, чтобы криво-косо скачать приложение, которое еще и обновить сложно будет. К тому же такой навык, как смена региона, еще не раз пригодится, если вы живете в России. Один раз разберетесь и всегда будете знать, как и что делать. Ролики есть на ютубе. Так, а зачем скачивать это приложение? Объясняю его реальные преимущества. Конечно, можно смотреть библиотеку предметов, но самое главное это награды за ежедневный вход в приложение. Пока дают только золото и осколки койпера, но думаю в будущем добавят что-то более интересное. И еще реально плюс этого приложения, можете смотреть, что вы крафтите у Анаис и ставить уведомления на телефон, когда крафт закончится.
жирнючий плюс. Дальше. Возвращаемся в саму игру, в геймплей. Увеличили лимит скорости спринта у всех потомков. Раньше он был всего 1300 единиц, теперь 1600. Это не сам спринт быстрее стал, это именно скорость, которую вы можете развить при помощи разных бустов. Например, ядер для оружия или навыков сирены. Жесткий плюс. Наконец, баланс. Как же долго я этого ждал. Наконец-то забафали Валби, моего любимого потомка. Давайте с нее и начнем. Ей увеличили урон от навыков, убрали фиксированную скорость данного навыка. Теперь при его использовании Валби ускоряется на 300 единиц и дополнительно на 20% в сравнении с ее обычным бегом. Кайф. К тому же множитель урона оружия при нахождении в воде тоже увеличили. Не хочу утруждать вас всякими числовыми изменениями, поэтому давайте так. Я вам ссылку в описании оставил на русском языке с полным подробным списком изменений, включая баланс каждого потомка. Поэтому какой вам потомок интереснее, про того и читайте самостоятельно. Насчет плюсика. Да ради одной только Валби я готов хоть 5 плюсов запульнуть, но объективно давайте дадим один общий плюс всему балансу. Так будет правильнее. Итак, еще забафали Блэра, Шарен, Энца, Хейли, Банни и Глей. Кстати, у Глей убрали штраф в виде медленного передвижения при использовании навыка с бесконечным боезапасом. Про все это я говорил в своих прошлых роликах, поэтому если хотите знать абсолютно все об игре The Third Descendant, включая самые лучшие билды на всех персонажей, рекомендую подписаться. Только благодаря вашей поддержке я могу ускорить выход роликов, включая донаты. Тут все просто. Если у меня будет получаться что-то зарабатывать с YouTube и Twitch, я буду тратить время на вас, а не на основную работу. Итак, что еще из нововведений? Мельчайшее исправление багов и прочее. Последний плюс. Самое основное и не очень я вам рассказал. Что по плюсикам? Я насчитал 13 плюсов и 1 минус. Обнова мне очень зашла, но еще больше зашел стрим разработчиков в честь первой годовщины. По нему ролик я уже готовлю, в нем еще больше интересного. 3-й сезон. Ждите. А пока подписывайтесь на телеграм-канал с новостями и мой Twitch, на котором я стримлю. Не прощаюсь.